Я шел по улице, сообщение пришло то ли что-то, и я просто, матюгнулся. И был удивлен, когда люди, они обернулись, и тогда я понял, они обучались в России и помнят, по крайней мере, матерный язык точно. Всех приветствую на канале Релокод. Сегодня, меня зовут Максим, я думаю, что вы меня уже видели. Я являюсь ведущим на канале Релокод. Сегодня мы пообщаемся с Алексеем. Алексей, я думаю, что у него шикарная для нас история есть о том, как он давным-давно начал свою иммиграционный путь, и вот сейчас он находится в Аргентине. Алексей, расскажи свою историю, расскажи о себе немного. Да, всем привет, Максим, очень приятно познакомиться. Я Алексей, работаю в основном под именем Алекс Милберг. Под этим именем меня знают, по крайней мере, по Латинской Америке. Жил до 30 лет в России, как и все, обычной жизнью. Затем ушел в IT. Но сначала это было обслуживание, продажа компьютерной техники, установка программ различных. И потом я занялся сайтостроением, потом потихонечку развивался в этой области и постепенно вышел на крупных заказчиков. И с помощью этих проектов я позволил себе поехать отдохнуть далеко, куда никогда не ездил. Это была Доминиканская республика. И когда, конечно, туда прилетели мы, это был ноябрь, по-моему, 2010-го, и в России была только-только начиналась зима. И, конечно, когда мы ехали командой, 3 человека, да, когда мы начали купаться в Атлантическом океане, да, это было первое знакомство с океаном, потому что до этого были только максимум Средиземное море, Черное море, далеко я не улетал. И я отплыл от берега, я точно помню вот это ощущение очень крутое, метров на 15 отплыл, посмотрел, и у меня первая мысль такая, почему я здесь не родился, то есть, потому что настолько все другое, настолько отличается, что пока ты там не побываешь, невозможно это никакими рассказами понять. В общем, я выбрал ближайшую самую страну, почитал буквально 15 минут, и, я тогда был один уже на тот момент, да, команда там ушла на другие проекты, мы немножко разделились в тот момент, и полетел туда, и, в принципе, я прожил там в общей сложности более 4 лет, Никарагуа очень классная страна, в плане того, что очень, природа там не тронута, такая, можно сказать, в большинстве своем, да, там вулканы есть действующие, есть затухшие, есть, все произрастает, несколько раз урожая не снимают, куча людей интересных. В общем, я остался там в Никарагуа, в Коста-Рику, как я говорил, не доехал потом. А вот так, чтобы хронологию немножко понимать, это в каком году было, когда ты уже приехал в Никарагуа? Это был, впервые туда попал в 2011 году, это было, по-моему, декабрь. И, возможно, ноябрь. И я туда приехал, посмотрел, жить можно, очень достаточно интересно, своя специфика, да, тоже отличается от Доминиканы, язык там не отличается практически, да, люди немного отличаются. Первое отличие такое интересное, я шел по улице, и что-то там, то ли сообщение пришло, то ли что-то, и я просто, матюгнулся, вот так скажем, по-русски, громко, и был удивлен, когда люди, которые были в этот момент на улице, они обернулись, и тогда я понял, что в какие-то года, там, во времена СССР, когда по обмену приезжали учиться, очень многие из Никарагуа, они обучались в России и помнят, по крайней мере, матерный язык точно. Во многих странах, кстати, знают матерные русские слова. Я тоже поездил по некоторым странам, и русские слова матерные очень много любят иностранцы. Они прям учат специально, то есть их остальные слова не особо интересуют, а вот матерные учатся, да.
Вот. Да, Алексей, получается, после Никарагуа какая история? И вообще в Никарагуа как понравилось по сравнению с Доминиканой страна? Ну, в Никарагуа немножко, конечно, отличается. Если Доминикана — это все-таки остров, омываемый там Атлантическим океаном и Карибским морем, в Карибском причем не купаются, в основном это Атлантика. Атлантика, океан, вообще его энергетика, и вот это то, что остров, и ну, этот воздух свежий, вот эти какие-то, наверное, свежие продукты морские, я там просто объедался, вот брал. Я точно помню, я кучу брал креветок, они прям на таких огромных сковородах приносили, и это все было на берегу океана, это было очень, конечно. Но потом я перестал есть креветки, я, видимо, наелся, реально. Никарагуа другая немножко страна, она уже, получается, с одной стороны Атлантикой омывается, с другой стороны это Тихий океан. И из-за того, что вулканическая активность, если вот в плане того, что вот морей, из-за вулканической активности там пляжи в основном они такие сероватые, так скажем, да, то есть вот этот вулканический пепел и вот эти извержения вулканов, которые рано или там в какое-то время происходили, они влияют на формирование, конечно, вот прибрежной зоны, песка там. А полностью черных нету пляжей? Тоже я где-то в Гавайях, по-моему, есть такие пляжи полностью из вулканического пепла. Возможно, я не был, не видел и не слышал ничего об этом. Вот, и я был, то есть в основном я жил в столице Никарагуа, это Манагуа город, познакомился там с местными, там научился, уже был мой первый опыт изучения испанского языка именно в общении с местными. То есть я не ходил на какие курсы, там ничего не заканчивал, просто была необходимость общаться остро, и меня это подтолкнуло к изучению языка испанского, потому что вот в Доминикане я вообще там знал несколько слов, буквально там спасибо, привет, там пока, там счет, пожалуйста, и все. А там я уже, да, конечно, уже занялся изучением, там через переводчик первое время, там говорю, что-нибудь спрашивают, я говорю, погодите, сейчас я посмотрю. Вот, но через какое-то время там я достиг уже какого-то определенного уровня и на бытовых вещах и немножко более специализированных я научился общаться, что сейчас в том числе я применяю и в других странах Латинской Америки, потому что, в принципе, язык, он один и тот же, есть небольшие разницы, они одни и те же вещи, допустим, называют некоторые по-разному, другими словами, но даже если я буду говорить, как я научился в другой стране, меня поймут, как бы с этим нет проблем. То есть, в принципе, испанский язык, он достаточно универсальный, и вообще количество людей в мире, которые говорят на испанском языке, их огромное количество. То есть английский, испанский, я лично считаю, что нужно знать обязательно, потому что это гораздо облегчает коммуникацию, общение, заведение друзей там, и все прочее. Вот, в Никарагуа, в общем, да, атлантическая часть Никарагуа, она, в общем, чтобы попасть на остров, там, плюс-минус маленький Доминиканы, да, сделать, если ее вообще вот так вот сжать, совсем мелко, туда нужно лететь там на маленьком самолетике час, и там вот островная жизнь, там как раз вот все это прозрачное море, белый песочек, там, ну, тоже очень круто, я бывало себе позволял ездить отдыхать туда. На самом деле очень классно, но я считаю, что, конечно, я встречал много ребят русских, да, кто-то там работает, там даже у них есть представительство «Лада», да, продают русские автомобили, ездят там, Россия им подарила. Я знаю, что на Кубе там наши машины еще остались с 80-х годов. Да, ну там старые, а там прям новые, то есть можно пойти купить «Ладу», вот просто прийти, да. Автобусы там ездят российские, там, в общем, Россия с Никарагуой стараются тесно вести отношения, и поэтому там дарят подарки, там трактора какие-то, автобусы, все это прочее.
Собственно, пообщавшись со многими людьми, хотя я немножко русских сторонился, так скажем, хотел все по большей степени с местными, там, чтобы понять культуру другой страны, да, их традиции, их там, как они себя ведут в той или иной ситуации, потому что, для своих... Ну, русских там много достаточно, да? В Никарагуа. Русских, по-моему, везде много. Везде много. Да, и в Азии, побывал в разных странах, не только в Латинской Америке, и в Европе, и в Азии, по-моему, везде русских очень много. Очень здорово. Да, в общем, в Никарагуа я понял следующее, что если, допустим, ты ведешь бизнес вне, так скажем, по интернету, да, удаленно, это вообще идеальный расклад для того, чтобы жить, потому что на месте, либо строить какие-то бизнесы свои, да, высокомаржинальные, что можно хорошо жить. А так в основном, конечно, 85% населения это бедные люди, и 15% это люди там среднего высшего класса, которые там хорошо себя чувствуют, которые могут позволить себе крутое жилье там европейского уровня. А остальные, бедняки, там вообще, конечно, я был тоже удивлен. То есть, допустим, забор чего-либо там, да, просто забор, ограждающий, какой-нибудь там, я не знаю, допустим, парка или чего угодно, в общем. И они просто живут на улице, потому что, по сути, там климат позволяет, там нет холодов абсолютно. Минимальная температура, которую я встречал, там градусов 20, 18, наверное, это самый мизер, это ночью. Ты сейчас очень дразнишь ребят из Сибири, из каких-нибудь таких северных городов, где там летом, не каждое лето, 20 градусов тепла. Но я думаю, что да, здорово, когда 20 градусов это минимальное, что да, прикольно. В общем, да, люди как-то приспосабливаются, тоже живут и, допустим, имеют они там, считается, что там много людей, которые проживают на менее $1 в день, но тем не менее, они там что-то делают на перекрестках, там подбегают, моют стекла или там что-то продают. Я был удивлен очень, что они живут достаточно счастливо. Только потом, впоследствии, я осознал, что количество денег, которые у тебя есть, допустим, рядом с тобой лежит, там, да, даже если это много, оно не дает счастья. Конечно, счастье, оно в других вещах. Счастье в мелочах, в запахе свежескошенной травы. У многих это очень даже реально радует. И, собственно, я тут согласен полностью. Я тоже поездил по миру и понял, что действительно очень много счастливых людей в достаточно бедных странах, чего не хватает порой даже нам, русским людям, потому что мы всегда сосредоточены именно на каких-то бытовых вещах, на каких-то заработке денег, всю жизнь их не хватает, а они, по-моему, вообще не парятся, просто живут и кайфуют. Во многих странах, в Вьетнаме был, там тоже люди босиком ходят некоторые и вообще ничего никаких проблем у них нету. Да, и в Латинской Америке, в любой стране Латинской Америки, конечно, именно отношение к жизни, менталитет людей, это какие-то, как сказать, сейчас немножко вернусь в цикл своего местонахождения там по странам, да. Я в 2011 году попал в Никарагуа, посмотрел, и буквально, по-моему, в мае-июне следующего года я вернулся за дочкой. У меня оставалась дочка в России. Я там как отец-одиночка ее воспитывал, так сложились обстоятельства. И вернулся, забрал, она проживала с моими родителями тогда. И в общем, мы с ней прилетели туда, я устроил ее в школу, сначала она в садик ходила. И, конечно, я был удивлен. Я этого не видел в Доминикане, потому что, наверное, не общался с местными, а там, когда ты общаешься с другими людьми, которые там проживают с тобой, там рядом, можно сказать, в той же стране, там, да,
они живут очень неторопливо, у них любимое слово «маньяна», что переводится там «завтра», да, то есть, кстати, касаемо долгов, это то же самое. Когда отдашь долг? Маньяна. Маньяна приходит, на следующий день. Когда отдашь? Маньяна. Вот, и это все пропитано прям их стилем жизни. Они вот не торопятся, они все делают как-то вот настолько размеренно, что я, конечно, тоже был удивлен, и ко мне это прилипло, и когда я, допустим, иногда возвращался в Россию по каким-то делам, обстоятельствам, и я уже приехал другим, люди, которые из бывшего окружения, они, конечно, видели это четко, говорят, как ты, столько можно еще успеть? Я говорю, нет, так не надо жить, нужно жить вот не торопясь, вот смаковать каждый момент и выработать в себе эту привычку. И на самом деле, как там по правило Парето, там, да, называется 20-80 принцип, там, что 20% усилий дают 80% результата, а 80% усилий дают 20%. И, соответственно, вот этот стиль жизни можно подогнать и допустим, 20% своего времени уделять какому-то делу, ну, бизнесу своему или там чему еще можно, ну, отношениям, конечно, это неприменимо. В общем, уделять 20% своего времени, остальные 80% отдыхать. Просто наслаждаться жизнью, подмечать какие-то вещи. Сейчас, допустим, здесь в Аргентине весна, и вот из моего окна видно очень прекрасно, как все начинает цвести, и я зачастую выхожу просто в парк, просто подышать, смотреть не на компьютеры, не на экраны, не на что-то, не на автомобили, не на здания, а именно вот на природу, на деревья, на птицы, которые здесь поют. Здесь вот попугайчики, допустим, летают. Это очень приятно, когда есть какие-то голуби, да, обычные, которые все видели постоянно. И тут же летают попугайчики, также садятся зеленые, там разные птицы очень крутые. Это, конечно, всегда радует и мотивирует на дальнейшие какие-то вот шаги в своей жизни. Вот. Алексей, а есть у тебя, у меня есть инсайт, что ты еще был в Бразилии, в Уругвае, в этих странах тоже, получается, да, побывал? Про эти страны можешь тоже коротко рассказать? Да, после Никарагуа мне пришлось вернуться в Россию в 2016 году в конце, с дочкой тоже мы приехали, и там какое-то я время был, делал свои айтишные проекты, собирал команду, в общем, работал, мне нужно было именно в России находиться. Вот, потом познакомился с своей супругой, будущей на тот момент, да, и мы решили... Познакомился с супругой в России, верно? Да. Она работала в университете в государственном достаточно длительное время и вела тогда проектную деятельность. Там проектная деятельность для первокурсников велась как обязательная дисциплина, так скажем, и они должны были собираться в команды и делать какие-то стартапы и доводить до результата. И я был приглашен в качестве ментора, у меня было несколько команд, я их вел. Вот, организовывал все это моя будущая супруга, мы на этом сошлись, я ей рассказал про мои проекты, в общем, у нас все сошлось, звезды сошлись, вот, и мы поехали, поженились в Грузии, повенчались, очень был тоже крутой опыт. Поженились в этом, где «Миллион алых роз», то, что песня-то известная. Это Сигнахи, да, городок, где можно 24 часа в сутки пожениться без проблем. Вот, повенчались там, да, и полетели в свадебное путешествие. Мы полетели на Самуи и потом планировали на Бали, но случилась пандемия, самолеты все остановились. В общем, мы практически больше чем полгода застряли на Самуи, чему я, в принципе, был очень рад, потому что это, наверное, одно из немногих мест было на Земле, когда в период пандемии
можно было в рамках острова ездить куда угодно, купаться. В общем, ни в чем себе, можно сказать, не отказывать, потому что в других местах, на том же Пхукете, было очень жестко, там запрещали купаться, пляжи были закрыты, все закрыто. В общем, в общем, на Бали мы так и не попали, билеты нам вернули, да, и мы... Потом мы полетели в Россию, супруга уже вот в положении была, мы время не теряли. И мы очень заинтересовались возможностью родить ребенка в стране, в той стране, где дается гражданство ребенку по праву почвы, да, Just Soil — это право почвы, там в районе 55 стран есть по всему миру, у которых есть такая возможность, не то, что есть такая возможность, которые на основании этого права ребенку, родившемуся на их территории, он автоматически становится гражданином этой страны. Родители имеют право на получение постоянного места жительства, длительные такие резиденции, да, там на 10, на 15 лет, причем пожизненно. И в течение там какого-то срока можно иметь право тоже на гражданство. Вот, и мы начали изучать этот вопрос, там несколько месяцев мы изучали, и мы остановились на Аргентине и захотели туда-сюда приехать, чтобы родить ребенка, чтобы, допустим, у будущего нашего ребенка был выбор, да, так скажем, он был бы гражданином там двух стран, там, допустим, и Аргентины, и России, да, и мог там с двумя паспортами, мне кажется, немножко больше дорог бы откроется и возможностей, чем просто являясь гражданином одной страны, или даже если в случае натурализации в чужой стране, это немножко не то, чем ежели ребенок рождается и получается гражданином этой страны. Вот. И мы очень постремились в Аргентину нам, потому что зашло, мы смотрели обзоры, общались с людьми. И Аргентина была закрыта, потому что это одна из стран, которые очень долго были границы закрыты в связи с ковидом, да, вот с этой ситуацией. И мы приняли решение, полетели в Бразилию. Бразилия очень крутая страна, нам очень понравилось, мы прожили там год, мы проехали где-то, наверное, более 15 тысяч километров, наверное, половину страны мы точно проехали, по крайней мере, по побережью. И там родилась у нас дочка в Бразилии, она гражданка Бразилии, и России, потом уже по нашему праву, да. И мы жили, росла дочка, мы ели манго, который там килограмм стоил, не знаю, 30 рублей килограмм. Мы просто каждый день в нашем рационе было это манго, и оно нам не успевало надоедать. То есть в плане еды, конечно, Бразилия супер разнообразная. Конечно, в Азии там есть фрукты, которых не найти вот здесь, в Южной Америке, но достаточно разнообразный стол, и как бы очень сразу чувствуется по здоровью, по пищеварению, прям вот как это все, как там мед на душу, так скажем, да. В общем, проехали мы по Бразилии, в разных местах останавливались, там по месяцу, по 2, по 3 жили. И сейчас немножко вот про Бразилию расскажу. Бразилия, вот если взять разные страны по миру, ту же Азию или там Европу, частично Америку, там Соединенные Штаты, там, да, вот Бразилия — это такое место, где вот когда едешь по ее территории, ты видишь вот прям от каждой страны как кусочек. Вот, допустим, есть такой городок Парати, или Парачи, как по-португальски правильно говорить, он между Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Такой городок исторический. Португальцы, когда вывозили золото из Бразилии, когда они здесь всем этим занимались, и строили себе империю там португальскую, они построили городок, где как раз вот происходила отгрузка. И он, по сути, остался в таком первозданном виде, и это считается очень туристическое место. И вот эта зона,
немножко отъезжаю от Парати, буквально там в течение 30-40 минут на машине, это реально Таиланд, потому что там вот это океан, это островки, вот прям реально Таиланд, вот очень напомнило. И других аналогий не буду приводить, чтобы не сильно не тратить время, но в каждом месте, где мы были, мы видели часть какой-то страны, которую мы уже посещали ранее, и вот это очень круто. Бразилия супер классная страна, там супер позитивные люди, они очень круто реагируют на детей, они ну, очень понравилось. Да, там есть преступность, и когда мы уезжали, перед тем, как мы выехали из Бразилии, я поехал в магазин за углем, поджарить мясо хотели, и не увидел, что там происходило уже ограбление магазина. В общем, меня обчистили, там, да, даже на моей машине уехали, причем арендной, и бросили ее там. Да, была веселая штука, мы посчитали, что это какой-то пинок, что нам что-то пора менять. Вот, и улетели спустя вот 11 лет, полетели мы в Доминикану. Вот, там 3 месяца пожили, я посмотрел изменения, да, мне, кстати, не очень понравилось, как бы она вроде как та же самая страна осталась, Доминиканская республика, да, но какие-то вот и по климату чувствовалось изменения, и, ну, что-то другое уже, либо, может быть, это просто тогда было первое впечатление, которое я получил, уехав так далеко, улетев, да, из России. Потом попутешествовать уже много, уже смотришь на вещи другими глазами, как бы они тебе по-другому. В общем, мы побыли в Доминикане 3 месяца, и супруга снова была беременна. Вот. И мы так оказались в Аргентине. В Аргентине оказались, вот 5 месяцев назад у меня родился здесь сын, аргентинец, тоже плюс гражданин России, мы все равно сделали гражданство. Потому что, ну, посчитали, что... То есть, Алексей, у тебя 2 детей, дочка родилась в Бразилии, ей сколько сейчас лет? 1 год и 7 дочке. 1 год и 7, ага. И сыну 5 месяцев, да? Да, и старшая дочь есть, которая в России родилась, ей 14 лет. Вот мы впятером сейчас веселимся ежедневно. Здорово. Алексей, расскажи про, так как, я думаю, для тебя это очень актуально будет, вот ты сейчас в Аргентине, расскажи про школы в Аргентине, вообще расскажи, в каком ты городе остановился, где ты живешь, и, может быть, начать вот именно про Аргентину уже более подробно, для зрителей интересно будет послушать, да. Хорошо, спасибо за вопрос. Собственно, да, в Аргентине мы уже практически живем чуть меньше года. Естественно, поначалу, когда в любую страну любой человек приезжает, очень много непонятного. Непонятно, как что происходит, какие здесь законы действуют, какие привычки сформированы у людей, да. Но за это время мы все это уже, естественно, большинство вещей мы знаем, что не знаем, узнаем. Территориально она как бы немножко удалена от океана, в районе до ближайшего городка Мар-дель-Плата называется. 300 километров примерно нужно преодолеть, и там будет океан. Конечно, он не сравним с доминиканским там, и даже бразильским, потому что здесь более холодные воды, здесь близость Антарктики, конечно, влияет на температуру воды там, да, и на состояние самого океана. Вот, мы поселились в Буэнос-Айресе, мы живем в столице, нам здесь очень нравится сама обстановка. Мы живем в район такой Палермо, это один из таких туристических районов, очень комфортных для проживания. Вы имеете право на прием к любому врачу. По секрету, можно даже сделать бесплатно операцию по увеличению груди. Пришел и сказал, что мне необходимо. Это же как необходимость должна быть, по идее. Таких нюансов я не знаю. У меня просто эта тема не больная, так скажем, да? Да, я понимаю, почему.